Хочешь знать, что ждет тебя в отношениях? Что он чувствует на самом деле? Что скрывает? Судьба уже разложила перед тобой все знаки, но готова ли ты их увидеть? Этот расклад Ленорман покажет будущее твоей личной жизни. Раскроет мысли и намерения партнера, а также то, о чем ты даже не подозреваешь. Не упусти этот момент. Возможно, сейчас откроется то, что изменит все в твоей жизни. Друзья, приветствую всех, на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию расклад Таро на Ленорман по системе Гранд Таро, но в сжатой ее версии на отношения. Соответственно, каждому дому, который будет соответствовать дому Таро табло Ленорман, будет задан вопрос тематический, который относится к отношениям, вашим отношениям, и мы зададим по сути 36 вопросов на отношения и дадим на них 36 ответов. И первым вопросом у нас будет вопрос следующего характера. И первым блоком табло Ленорман есть по сути основные энергии или общее состояние отношений. Давайте посмотрим. Дом всадника, первый дом. Какие новости или известия влияют на ваши отношения? Новости, известия и информация, которая влияет на ваши отношения. На ваши отношения влияют позитивные новости, позитивная информация. Солнце обычно это божественные энергии, божественные силы. И по сути, я бы сказал так, что на ваши отношения темная информация не влияет. То есть ваши отношения, они созданы из потоков светлой информации. И в принципе, я так бы сказал, что вы общаетесь на уровне светлых вибраций. Возможно, даже не ругаетесь матом, а возможно просто то, что вы транслируете своему партнеру, тот свет, этот свет идет вам обратно. Хотя бы во всяком случае, я бы сказал, что темной карты здесь нет, и как минимум, возможно, какой-то лжи пока что, мы как минимум не замечаем, или просто настолько ослеплены чем-то, что не замечаем чего-то плохого. Как минимум, карта очень хорошая. И я бы сказал так, позитивные новости и позитивные известия в позитивном ключе влияют на ваши отношения. Вторая карта отвечает за дом Клевера. И мы посмотрим, какие счастливые моменты или случайные события изменяют или влияют на вашу личную жизнь. И влияют на личную жизнь и изменяют ее. Знаете, здесь проблемы. Счастливых моментов вы не так-то и видите, или не так-то часто видите, или совсем не замечаете, видите. То есть, к сожалению, хотелось бы побольше счастливых моментов, но за этой картой я скажу так, что в ваших отношениях счастливых моментов или мало, или со счастливыми моментами серьезные проблемы. Поэтому, может быть, действительно вы там, знаете, как бывает такое, что для полного счастья не хватает, чтобы кто-то скопустился, скопытился, кто-то, или кто-то ушел из вашей жизни. Поэтому, как минимум, давайте так скажем, самый счастливый момент в вашей личной жизни — это когда вам не создают проблемы, вам не мешают. Если взять эту карту, понимаете. Хорошо, давайте тогда посмотрим. Следующий дом — это дом корабля. Какое движение или перемены ждут ваши отношения? Какое движение и перемены ждут ваши отношения? Смотрите, это позитивные перемены. Ваши отношения будут выздоравливать, но происходить это будет не быстро. То есть, как минимум, здесь влияние на ваши отношения осуществляют родственники. И чем
меньше они мешают, ну, условно говоря, да, вот чем меньше создают проблем, тем лучше для вас. Ну, я скажу так, что еще и счастливые моменты могут входить в вашу жизнь. Главное, чтобы в вашей жизни как можно было меньше, ну, влияния или присутствия посторонних лиц. Вот так вот, да? Хорошо. Сейчас мы перейдем в 4-й дом, или это дом дома, да, это король червовый. Что происходит в корне ваших отношений или в фундаменте ваших отношений, да? То есть, что происходит с основами ваших отношений? Дом дома, да? Основа, фундамент ваших отношений. Что с ним происходит? Или в нем происходит? А вот вы сейчас и стоите перед выбором. У вас тут перекресток или дороги. То есть в фундаменте ваших отношений есть трещина. Перекресток — это трещина всегда, да, то есть можно туда пойти, можно туда, можно залатать трещину, можно дать деградировать фундаменту, да, то есть по сути, ну давайте я так скажу, ваши отношения и фундамент ваших отношений нестабилен. И связано это с выбором, как минимум. Поэтому вам выбирать, будет он стабилен или нет. Но от вас зависит эта стабильность. Также зависит от вашего здоровья и здоровья вашего окружения и ваших родственников. Здесь рядом дом. В доме корабля у вас дерево. Ну, как бы из деревьев раньше делали корабли, но из корабля не сделаешь дерево. Понимаете, о чем я говорю? Вот услышьте этот момент. Из дерева можно сделать корабль, а из корабля дерево не сделаешь. Хорошо, давайте тогда спросим такой вопрос. В доме, в 5-м доме, это дом дерева. Как развиваются ваши отношения в долгосрочной перспективе? Или какова перспектива ваших отношений? Но ключ часто говорит о том, что все в ваших руках, а с другой стороны, вот прямо сейчас и есть тот ключевой момент, как будут развиваться дальше ваши отношения. И тут возле ключа лежит карта перекресток, то есть нужно делать выбор. То есть в зависимости от того, какой вы сделаете выбор, так и будут развиваться дальше ваши отношения. Ну и все вот эти карты, которые мы здесь уже посмотрели, они те, что рядом, они влияют на вас. Я не буду раздувать этот расклад до реального гранд-табло, он у меня просто не поместится, и мы сегодня в экспресс-формате, потому что это общий расклад. Итак, в доме дерева. Перспектива ваших отношений в ваших руках. Прямо сейчас решается судьба ваших отношений. И в зависимости от того, какой вы сделаете выбор в ближайшей перспективе, такими и будут отношения. Но учитывайте то, что фундамент ваших отношений трещит. И проблемы в нем есть, присутствуют. Да? В них, в этих отношениях. Хорошо, давайте дом туч, 6-й дом. Какие тревоги, сомнения, неясности мешают вам в отношениях? Ну, тревоги по поводу вашего общения. Возможно, у вас действительно есть пауза, было все хорошо в отношениях. Да, вот дом всадника, а у вас в доме всадника у вас солнце. Вроде бы все хорошо было. То есть, по сути, какие тревоги? У вас трудности с отношениями. Трудности с переговорами, трудности с общением, вот они трудности, да, и вот они тревоги, да. То есть, ну, то, что вы молчите, и то, что между вами нету, может быть, эти отношения просто на дистанции, как вариант, да, или вы просто взяли паузу, или вы там поссорились, да, ну, вот, или вы вообще как бы считаете, что отношения эти как бы там совсем у вас плохо с этими отношениями. Поэтому давайте так. Все тревоги, сомнения и неясности, которые связаны с мужчиной и с вербальным общением с ним, ну или информативным общением с ним, являются вашими тревогами, да, и тревожат вас как минимум. Хорошо, следующая часть, да, вот условно говоря, блок я сегодня, ну так, упростил, по 6 блоков сделал, да.
Не по 4, не по 8, а по 6. Да, вот нечто такое среднее. Давайте посмотрим, есть ли в ваших отношениях, это вот именно блок уже второй, он отвечает за чувства, желания и скрытые мотивы партнера. Дом змеи. Есть ли в ваших отношениях интриги, манипуляции или тайные желания? Интриги, манипуляции и тайные желания. Да, есть интриги, есть манипуляции и есть, давайте так скажем, хитрые или шкурные интересы. Ну, для чего-то вам эта лиса здесь выпала. Хорошо, тогда мы перемещаемся в дом гроба, 8-й дом. И он, кстати, над ним, над домом гроба, как раз гроб, да, то есть над домом проблемы. Вот давайте спросим, что уходит или трансформируется в вашей личной жизни, или что отмирает в вашей личной жизни? Общение, вы теряете общую связь, к сожалению. Смотрите, у вас и тревоги по поводу общения, и общение теряется, хотя было все хорошо. И вы рискуете эти отношения потерять. К радости, к сожалению, вот сейчас поставьте на паузу, подумайте хорошо. Вам действительно хорошо от того, что вы теряете эти отношения? Или вам не очень хорошо? Ну, судя по тому, что эта карта, вам не очень как бы и хорошо. Поэтому, что уходит или отмирает в вашей личной жизни? Именно коммуникация, скорее всего, с тем мужчиной, ну или женщиной, о которой вы думаете, да? Или на которого вы гадаете. Давайте тогда спросим, какие дом букета, да, следующий дом 9, какие приятные неожиданности или признания возможны в любви вам? Приятные неожиданности и признания, возможны ли они вообще? Ну, тут прямо у вас какая-то кармическая ситуация. Ну, во-первых, вам нужно действительно решить вопрос, который может быть кармический с этим человеком, с мужчиной, скорее всего, да? Ну, если мужчины смотрят с женщиной. Но какие приятные неожиданности, кармические отношения могут продолжаться. И, может быть, даже кто-то вам из новых людей в чем-то признается. Вот это вот у меня почему-то идет. Потому что все-таки здесь может быть новизна в этой комбинации, какой-то свежий мотив. Но учитывая то, что мы читали в предыдущем, да, у меня почему-то так мне идет, что тот человек, с которым вы сейчас ищете способы связаться или наладить отношения, последнее слово за ним еще не сказано. Вот так вот идет. Хорошо. В дом косы, это такой очень серьезный дом, кстати. Какие резкие изменения и разрывы могут произойти? Ну, здесь все зависит от женщины. В принципе, туз пиковый — это ваша карта, если вы женщина. Как смотрите как женщина, и принимать решение по разрыву будет женщина все-таки. Хотя последнее слово мужчины не сказано, все здесь зависит от женщины. Поэтому резкие изменения могут быть связаны с решением женщины. И если здесь каким-то образом появится еще одна женщина, вдруг каким-то образом. Но учитывая то, что над этой женщиной, то бишь над вами, есть дама бубновая, то в принципе резкие изменения могут произойти в связи с появлением еще одной женщины, о чем говорит перекресток. И придется выбирать и мужчине, и женщине. Женщина будет принимать решение, а что ей делать дальше, и как ей поддерживать отношения. Ну а мужчина будет тоже как-то зависеть от решения женщины, от своего слова и от влияния этой женщины, которая на перекрестке. Окей. Следующий дом, дом метлы. Давайте посмотрим, какие конфликты или недопонимания создают напряжение между вами. Ну, у вас конфликты и недопонимания именно в любви. Кто-то любит сильнее, кто-то любит больше, кто-то любит ярче, кто-то не чувствует этой любви. То есть конфликт идет на почве именно любви.
У меня такое ощущение здесь, что у вас есть треугольник любовный. И ключ, смотрите, у вас прямо здесь появляется. Ключ у вас, скорее всего, в любовном треугольнике, где есть дама бубновая, скорее всего, дама пиковая. Это вы, дама бубновая соперница, ключ или восьмерка бубновая, это и ключ этой ситуации, и просто любовный треугольник. Поэтому у меня такое идет, что конфликты и недопонимания, это как минимум недолюбливание, ревности, ну и наличие третьего человека. Хорошо, дом птиц, давайте посмотрим. О чем нужно поговорить, чтобы прояснить отношения? О чем нужно поговорить, чтобы отношения прояснились? Ну, во-первых, не о чем, а о ком. Точнее, с кем? С мужчиной. О ком? О доме, о перспективе, о семье и как он может видеть, как он представляет и как он понимает вообще семейную жизнь. Видит ли он эту семейную жизнь? Ну, видите, опять на мужчину падает мужчина, на всадника мужчина, рядом валет червовый, все о любви здесь. Поэтому, давайте так скажем, нужно поговорить о любви, о доме, о перспективе отношений. Ну, смотрите, в доме у нас дом, в 4-м доме у нас перекресток. Вот как раз, ну, может быть, с ним стоит поговорить и поставить вопрос, ну, не ребром, ну, может быть, да, и вопрос ребром стоит ставить здесь. То есть уже нужно говорить напрямую, не скрывая. Почему-то у меня такое ощущение, да, вот из этого расклада. Хорошо, давайте идем дальше. У нас следующий блок с вами, блок, который будет так объединять некое ваше взаимодействие и будущее и судьбоносные знаки. Дом ребенка, да? Дом 13. Какие новые начинания или перемены грядут у вас в любви? Ребенок, неожиданности, да? У вас сильные начинания могут быть, сильные перемены и сильные неожиданности. И здесь мужчина может проявить свою силу. Он может начать рычать и может быть неконтролируемый. Иногда это об агрессии, но карта, в принципе, полностью отдает ответственность за действия мужчине, и поэтому где-то все будет зависеть от мужчины, от его силы. Поэтому вы влиять на этого мужчину не сможете. Вы сможете только разве что принимать решения. А влиять на этого мужчину не сможете. Я еще скажу так, что эта карта, она больше о весне, поэтому к весне готовьтесь к каким-то серьезным переменам в ваших отношениях с этим мужчиной. Он будет проявлять какую-то силу свою, активность. Ну и медведи просыпаются обычно к весне, да. И будет искать какие-то новые цели или мотивы к тому, чтобы продолжать эти отношения. И давайте посмотрим дом лисы сейчас. Рядом как раз лиса, да, вот и расшифруем. Есть ли ложь или скрытые мотивы в отношениях? Ну, как минимум, есть свои интересы, я так скажу. Клевер, он о честности, в принципе, с одной стороны, это очень хорошая карта, с другой стороны, это судьба. Но с третьей стороны, это еще и интересы. А здесь мы учитываем свои интересы, рядом лиса. Поэтому, давайте так скажем, как бы ложь в плохом понимании нет. Но есть неправда, которая мотивируется скрытыми мотивами, да, или обусловлена скрытыми мотивами. Поэтому, да, скорее всего, ложь есть, где каждый из вас лжет для того, чтобы влиять на события в позитивном ключе. То есть, скажу так, если вы друг другу врете, то так, чтобы не ухудшить ситуацию, да, ну, из светлых каких-то побуждений, да. То есть есть ложь во благо, да. Хорошо. Следующий дом, дом медведя, как раз вот рядышком у нас, да, вот он следующий, а медведь рядом у нас лежит. Кто или что оказывает сильное влияние на ваши отношения? Кто или что? Ну, здесь якорь, это застой и инертность мужчины, где-то нежелание что-то менять, особенно у мужчины.
Я вам так скажу. Здесь якорь, здесь крест, карты тяжелые. То есть у мужчины не лучшие периоды в жизни, я вам так скажу. Поэтому я скажу так. Инертность, неподвижность мужчины, по сути, оказывает сильное, но не очень позитивное влияние на мужчину. Да, он может быть сильный и надежный, но инертный. Поэтому его инертность не помогает вашим отношениям и сильно их тормозит. Вот так вот. Ну, хорошо. Не знаю, как бы это хорошо, нехорошо. Ну, ладно, смотрим дальше. Да? Следующий дом у нас дом звезды. Какие мечты и надежды связаны с вашей жизнью? Ну, в любовном аспекте. Ну, здесь вы хотите просто радости и счастья. Именно просто счастье, радость и удовольствие от жизни. И смотрите, вы все-таки дама пиковая, здесь дама пиковая, а дама бубновая это как будто бы какая-то альтернативная дама соперница. Или ваша соперница, или вы в другом понимании яркой жизни. Или жизни, где вы радуетесь этой жизни, насыщаетесь этой жизнью, дышите ароматами этих цветов. Да? Поэтому я скажу так. Вы мечтаете быть счастливой или счастливым, но больше здесь для женщины, да. Но мужчина тоже может мечтать быть счастливым и найти даму своего сердца, как раз рядом сердца. Поэтому вы мечтаете быть любимой, иметь рядом надежного партнера, чтобы судьбоносный был, чтобы ценил вас как женщину, чтобы был здоровый, чтобы любил и был активным мужчиной. Ну и чтобы желательно, чтобы не изменял еще, да. Ну, перекресток, да, чтобы не ходил направо или налево. Окей. Дом собаки переходим. Нет, сейчас дом аиста, я извиняюсь. Какие изменения и обновления ждут вас в отношениях? Изменения и обновления в отношениях. Но смотрите, эти изменения и обновления в отношениях у вас связаны именно с мужчиной. Мужчина здесь представляется, может появиться новый мужчина. Может. Поэтому в отношениях все изменения и обновления у вас вот зависят от того, какой мужчина будет рядом. Но, смотрите, здесь туз червовый, здесь валет червовый, здесь король червовый, а здесь еще и девятка червовая. Все червовое. Поэтому это тот самый мужчина, который у вас сейчас есть. Поэтому обновляться и изменяться, по идее, должен, говорю должен, он-то не должен, но может, скорее всего, будет в раскладе в этом этот ваш мужчина, с которым у вас сейчас происходит дело. Поэтому вам и важно вот эту карту отмотаете назад, за что она отвечает. А здесь поговорить о семейной жизни. То есть вам разговаривать, да, надо с этой картой. Ну окей. Хорошо. А теперь дом собаки. Дом собаки. Ну, кстати, возвращение мужчины может быть здесь пока что еще. Хотя риски у вас очень высокие потерять эти отношения. Насколько верность и доверие присутствует в ваших отношениях? Дом собаки. Ну, пока что я бы сказал, что верность и доверие в ваших отношениях, они вообще превыше всего, они на первом месте, и они присутствуют. То есть, насколько верность и доверие присутствуют в ваших отношениях, насколько намного, на высоком уровне они присутствуют. То есть, можно ли доверять этому мужчине или в отношениях этому партнеру? Скорее да, чем нет. Да, здесь есть вот какая-то дама перекресток. Но может это ваша двойственность, нестабильность. Поэтому, если вы знаете, что соперницы нет, то можно 100% доверять. Если сомневаетесь, ну, то, скорее всего, там или нужно прощать, или просто еще пока не дошло до чего-то плохого. Да? Ну, хорошо. Дом собаки рассмотрели, и третий блок мы тоже рассмотрели с вами, друзья. Давайте перейдем в четвертый блок, такой блок тайных влияний, кармы и судьбоносных событий. Я сегодня так все поразделил немножко, да, условно, потому что гранд-табло, он, ну, очень долгий, и там нужно очень много моментов, да, мы же все-таки общий расклад делаем. Итак, мы переходим в дом башни. В доме башни как одиночество или личные границы влияют на вашу личную жизнь. Я вам так скажу, в одиночестве у вас где-то есть еще и зона комфорта.
Поэтому для одиночества для вас надежный партнер. Одиночество вас не предаст. Во, видите, слышите, собака. Поэтому брать паузы в отношениях лично для вас это камильфо. Или это, ну, естественно, и вы с одиночеством не собачитесь, не кусаете друг друга в одиночестве, да, ну, себя и своего партнера. То есть для вас одиночество, пауза – это целебная процедура. Ну, собака, почему так? Напишите в комментарии, мне самому интересно. Хорошо, дом сада, 20-й дом. И, кстати, смотрите, для вас важно одиночество. Ну и важно, видите, в доме башни у вас собака, да. Поэтому, ну, возможно, для вас и преданность тоже важна, да. То есть, как бы, одиночество – аспект преданности. Ну, хорошо. Ну, здесь я так скажу, что, возможно, вы два каких-то, у меня такое ощущение пока что идет, вы два независимых сильных личностей. Вот здесь женщина независимая, сильная, и мужчина такой сильный, независимый. Вот почему-то у меня это сейчас приходит, когда уже много карт, ну, я уже немножечко прочитал, да, есть понимание. Окей, мужчина важный для вас на самом деле. Дом сада, как общество и окружение влияют на ваши отношения? О, в доме сада сад. Ну, смотрите, я сказал вот тут вот, что чем меньше посторонних, тем лучше. Но хотя посторонние, я бы и не сказал, что прям плохо влияют. В доме сада выпал сад. Да, вот прям в 20-м доме, 20-я карта. Но я скажу так, что может быть и есть те люди, которые прям, ну, создают некие проблемы, да, но они, скорее всего, среди родственников, и их не так много, как я предполагал изначально, потому что, ну, вот здесь вот это окружение родственников, да, мы заподозрили, ну, а выпала карта на окружение хорошее, поэтому сказать, что прям большое количество людей вам мешают выстраивать отношения, нет. Скорее всего, кто-то из родственников. Ну, здесь тогда, если мы отходим к родственникам, да, отсылка у нас идет, или как он, флешбэк, да, в прошлое мы уходим. Но тогда это могут быть только родовые программы, да, особенно тех людей, которых с вами уже нет, да. Вот они могут влиять здесь, в этой ситуации. Как бы посторонние нет, а близкие, родные, близкие, вот здесь гроб и дерево, да, оно к ним может относиться. Ну и, соответственно, вот здесь у нас все родовые программы и спрятаны в прошлом. Ну окей. Следующий вопрос. Давайте, это дом горы. Какие препятствия между вами мешают вам счастью и вашей любви? Препятствия. Ну, здесь может быть родовая программа отца, это именно к роду относится, деньги, богатый мужчина и сам мужчина. То есть у вас, как у женщины, с мужчинами могут быть проблемы, и это уже препятствие, но это мы как бы к линии рода, видите, здесь как раз родственники дерева, крест, карма, якорь, мужская линия и рыба. Или король бубновой, рыбы и есть. Поэтому, ну, как минимум, я так скажу. Препятствия – это негативные родовые программы по линии отца или все, что связывает вас с бывшим, если эти отношения у вас были особенно длительные, особенно не бедные, и отношения с прошлым мужчиной вы вспоминаете как или золотой век, или бронзовый век, там, или серебряный век, ну, в хорошем смысле слова, эпохи вашей жизни, да, вот так. Хорошо. Следующий вопрос. Ну и жадность мужчины может быть здесь еще такое скупердяйство, да. Дом развилки, 22-й дом, как раз видите, над домом развилки есть сама развилка. Какое важное решение вам предстоит принять в личной жизни? Вот как раз сейчас и проверим, да? То, что я говорил, принимать решение придется, а вы отмотайте и посмотрите, в каком контексте там это было. Итак, какое важное решение вам предстоит принять в личной жизни? Ну, по поводу переезда, поездки, и по поводу авантюры мужчины, и решения мужчины. Слышите?
То, что я говорил, мужчина тоже, ну, как бы будет принимать решение, но окончательное решение за вами. Поэтому все, что связано с предложением мужчины, поездкой и поездкой, переездом и авантюрой мужчины. Мужчина может вам какую-то авантюру предложить. Корабль часто об авантюрных каких-то моментах. Ну, я бы, знаете, почему-то сказал бы так. Идти к новым берегам или нет? Уйти или остаться? Рискнуть или не рискнуть? Вот эти вот решения вы будете предпринимать. Но связано оно будет с мужчиной. И решение за вами все-таки конечное. То есть последнее слово скажете вы, не он. Скорее всего. Какие дом крыс вот здесь? Какие страхи, тревоги, потери влияют на ваши отношения? Страхи, тревоги и потери. Ну, страхи, тревоги и потери у вас связаны с женщиной. То есть, если убрать эту женщину, да, то есть соперницей, дама трефовая, опять видите, у вас как бы соперничество, оно фонит. Скорее всего, напишите, у вас есть соперница или нет. Вот, и дама трефовая, это она, это змея. У меня почему-то, ну, мне кажется, в потоке, что дама трефовая это именно ваша соперница. И дама бубновая тоже, скорее всего, это ваша соперница, либо ваша двойственность в решении, да, то есть ваши колебания в связи с этим кораблем. Угрожает ли она? Да, она угрожает, и она рядом с вашими отношениями, с мужчиной кораблем, с башней, то есть у вас важный соперник, скорее всего. Ну, соперница. Окей. Каковы истинные чувства вашего партнера к вам? Истинные чувства вашего партнера к вам. Давайте вот эту карту. Отпустить вас он пока не может, но и не зря здесь вот этот крест, помните, я говорил, что это связано все-таки с вашим мужчиной каким-то образом. Поэтому истинные чувства не может отпустить. Любит или нет, ну, в любви у вас качели, да, он так любит. Ну и вы так любите, а отпустить он вас не может. К сожалению или к радости, напишите. Он меня к радости не может отпустить или к сожалению не может отпустить. Хорошо. Ну и последний у нас блок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, не последний. У нас еще 2 блока, да? Дом кольца. Ну давайте я вот так вот сейчас немножко сдвину, а вы пока можете подписаться на канал, написать комментарий, нажать лайк и... При подписке не забывайте нажимать на колокольчик, друзья. Следующий блок — это судьбоносные перемены и итог отношений. Дом кольца. Каковы перспективы отношений на долгосрочную перспективу? Да? Перспективы на долгосрочную перспективу. Ну, смотрите. Вы как бы без мужчины вы не остаетесь. Вот вам Вселенная постоянно отдает вот, как не корабль, так короля бубнового. Как не якорь, так букет. Как не букет, так туз червовый. Да? Я вам так скажу. Каковы перспективы отношений на долгосрочную перспективу? Ну, у вас появляется король пиковый. Или мужчина, который имеет отношение к власти, к математике, к интеллекту, к оружию, к силе, к полиции, к армии. Ну, вот такое. То есть, перспектива есть. Ну, скорее всего, это новый человек, потому что король пиковый появляется, да, мы тут имеем червовые масти все-таки больше, да, ну и вы, дама пиковая, да. Хорошо, дом книги. Какие тайные и скрытые знания могут повлиять на вашу любовь? Тайные и скрытые знания, которые могут повлиять на вашу любовь. Но они действительно скрыты. Но они связаны с трудностями. То есть такие тайны и скрытые знания, которые могут повлиять на вашу любовь. Но какие они, да, вот какие тайны? Ну, это серьезные тайны и монументальные, да, ну, горам подобные, то есть проблемные тайны. То есть
Но как минимум есть проблемы и тайны, которые лучше вам, может быть, даже и не знать. Потому что если вы не альпинист, условно говоря, и не ходили там выше 3000 метров, да, или может быть даже выше 2000, то, ну, возможно, вам туда и не надо. Поэтому у вас есть серьезные, скрытые тайны и знания, которые вы не знаете, которые могут повлиять на вашу любовь. Но, а с другой стороны, вам есть куда развиваться в ваших отношениях. И вам лично, и вашим отношениям. Поэтому у вас впереди еще столько тайн и столько, знаете, как невзятых вершин, непокоренных вершин, да, непокоренных, что есть куда расти. Вот почему-то вот так рождается этот дом. Заканчивается. Хорошо, давайте тогда спросим. Дом письма. Какое сообщение или новость скоро придет в вашу личную жизнь? Сообщение и новость придет в вашу личную жизнь. А сообщение или новость, которая по вольту бубновому, это коса. То есть что-то должно прекратиться. То есть это сообщение и новость может что-то прекратить. Да, она может с одной стороны повлиять на прекращение проблем и трудностей, а с другой стороны она может прекратить отношения как минимум с королем бубновым, да, или как минимум с кораблем пиковым. Ну а вот корабль пиковый, у нас есть король пиковый рядом, да. То есть где-то что-то в районе, новость, которая, ну вот, остановит или трудности, или коммуникации с королем бубновым или королем пиковым. Ближе всего у вас король бубновый, но король пиковый совсем рядом здесь через трудности, да. Скорее всего есть такая новость, которая может быть с одним королем наладит отношения, а с другим королем их прекратит. Да? Поэтому новость, давайте так скажем, из ряда шок-контента. Коса все-таки это шок-контент. Новость, которая однозначно поставит жирную точку в коммуникации в одном направлении с королем и откроет возможности, скорее всего, у меня почему-то снимет напряжение и горы в пиковом направлении, а вот в бубновом короле, ну, он близок к червовому, да, бубновый, ну, скорее всего, там будет сложнее. Хорошо. Следующий дом. Какую роль, вот сейчас будет дом 28, дом мужчины, да, какую роль играет этот человек в вашей судьбе? Ну, вот как раз здесь вот этот может быть король бубновый, да, или мужчина туз червовый. Какую роль он играет в вашей судьбе? Ну, это или ваш муж, или ваш любовник, у которого есть жена. Ну, соответственно, смотрите, ну, он играет роль жены, но по сути он же не может играть роль жены, то есть это роль вашего супруга. Поэтому этот мужчина, с которым вы в отношениях, да, о котором мы говорим, скорее всего, это очень близкий вам человек, или будущий муж, или настоящий уже, да. Ну, а вы, соответственно, можете быть его женой. Ну и, соответственно, либо вы любовница, а у него есть жена. Тогда это вот дама бубновая, та же самая, да? Или дама трифовая. Окей, хорошо. Следующий вопрос. Как вы влияете на отношения на своего партнера? Как вы влияете на отношения и на своего партнера, точнее даже вот так. Ну, это дом женщины. Ну, здесь Луна. Я вам скажу, по Луне это отношение, влияние не очень позитивное. Как-то вы дурно влияете на своего партнера, но здесь я все-таки верну вас к чарам. А чары это, скорее всего, отношение к мужской родовой программе. Поэтому вот эти все дурные моменты с вашей стороны, это все ваша родовая программа по линии отца. Вот вон она тут, особенно если отец уже в другом мире. Особенно, но если он жив, ну тогда это негативная все равно программа, как таковая. Окей, хорошо. Следующее, дом лилий. Какова духовная и сексуальная совместимость с вашим партнером? Дом лилии. Духовная и сексуальная совместимость. Ну, духовная здесь может быть птицы, а вот по сексу почему-то у меня идет тревога. Может, вы сильно волнуетесь во время вот этого всего.
Да, может быть. Но смотрите, духовная совместимость здесь ок, а вот сексуальная совместимость, ну, вам стоит как-то поработать друг с другом, да. Чего-то не хватает, может, вашему партнеру в сексуальном формате, чего-то не хватает вам, а совы это где-то может быть какие-то консультации вплоть до сексолога или может быть друг с другом, поэтому я бы сказал так, духовная 5 баллов, а сексуальная, ну, троечка, есть куда расти, есть чему тревожиться. Ну и у нас последний блок, да, такой блок номер 6, кармические итоги как таковые, да, или уроки, да, кармические уроки, ну, как бы финалы, ключевые советы и так далее. Завершающие 6 карт. Дом Солнца, 31 дом. Какие положительные перемены принесет вам любовь вообще? Да? У вас, кстати, с Солнца начинается расклад. Поэтому, что бы вы сейчас не чувствовали, какие бы перемены вы не ощущали в ближайшем будущем, помните о том, что сам расклад несет очень позитивную энергетику. Хорошо. Давайте я вот так положу, и мы пойдем сюда. Итак, Солнце. Какие положительные перемены принесет вам любовь? Ну, вы станете больше общаться. Возможно, появится связь с тем человеком, к которому вы стремитесь. Ну, возможно, появится просто новый человек. Но тут уже решение еще за вами, поэтому любовь вам принесет общение, и любовь вам принесет нового партнера. То, что я говорил, вы без мужчины не останетесь, можете быть спокойны. Классная карта. Очень мне нравится. Следующий вопрос. Дом Луны. Какие эмоциональные аспекты отношений вы недооцениваете? Или там, может быть, скрытые моменты отношений вы недооцениваете. Вот так вот. Или не учитываете. Ну вот оно, кнут и метла. Есть у вас что-то, кнут как наказание, то есть вы недооцениваете, не учитываете вот эту негативную программу по линии отца или в прошлых отношениях. Есть какое-то что-то, что вы волочите за собой в новые отношения или из взаимодействия с вашим папой. Ну, по линии мужского рода. Но вот смотрите, симптомами могут быть такое, что, допустим, у вас есть брат, и у него тоже в отношениях не очень хорошо. Да и с братом у вас не очень хорошо. Вот так вот. То есть, если вы попадаете в сценарий, где мужчины вас постоянно наказывают, это уже говорит о том, что либо у вас не закрыт гештальт с прошлыми негативными отношениями с мужчиной, либо с вашим батей. Да, как-то так. Хорошо. Что является дом ключа? Что является самым важным фактором в ваших отношениях? Самый важный фактор в ваших отношениях. Давайте вот эту карту. Самый важный фактор. Я вам так скажу. Ваша внешность, ваша женственность, ваш интеллект и красота. Все, вам больше ничего не надо. Запомните. Я женщина. Ваша нежность, женственность, нежность, интеллект и красота. Я женщина, я нежная, я умная, я красивая. Все. Вам не надо метаться туда или сюда, как та обезьяна. Вам и к умным, и красивым одновременно. Разрываться при этом не нужно. Услышим. Хорошо. Следующий дом. Дом рыб. Как деньги или финансы или материальные вопросы влияют на вашу любовь, на ваши отношения? Но, как минимум, чем больше вы этот вопрос, давайте так скажем, теребите, тем становится вам хуже, мужчине хуже, непонятнее и мрачнее. Поэтому не очень хорошо. То есть, как минимум, ваш финансовый вопрос напрягает вашу любовь и отношения. То есть, деньги отдельно у вас должны быть, а отношения отдельно. Может быть, вы должны быть самодостаточны, заниматься своим самообеспечением, а мужчина своим, и так будет лучше. Но учитывая то, что у вас сейчас, я бы сказал, что, скорее всего, вот эта дистанция, она из-за денег, скорее всего. Ну, почему-то у меня такое, да, где, может быть, вам в одиночестве, да, где вы самодостаточны, вам комфортнее, да. Ну, в одиночестве на дистанции, вот по вот этой собаке, я имею в виду.
Но хорошо, вы услышали. То есть, где появляется вопрос денег, там появляются тучи. А тучи — это сомнения, переживания, непонятки какие-то или вообще недопонимание и невидение перспективы, по сути, да, облака. Ну или плохое настроение. Вот как начинаете говорить о деньгах, сразу у вашего мужчины плохое настроение. У вас так? Если так, то напиши. Почему? Как вы считаете? Почему у вашего мужчины плохое настроение, как только вы говорите о деньгах? Ну, если у вас так. Хорошо. Ну и остаются две карты. Одна карта якоря, а другая креста. Итак, какой стабильности вы можете ожидать в отношениях? Ну, давайте вот это. Стабильности здесь не будет. Поэтому, наверное, может быть, это и к лучшему, что не рассчитывая на стабильность, вы, скорее всего, где-то, может быть, и выиграете. Поэтому никакой стабильности в отношениях пока быть не может. Ну, во всяком случае, на сегодня карты говорят так: стабильности нет, и вам этот расклад нужно пережить. А вы уже и напишите, вас радуют эти крысы или нет. Или можете написать так: крысы не радуют, но я хоть спокойно уже от них не убегаю, не визжу, не кричу и не впадаю в истерику, когда вижу мышей или крыс, да, или еще чего-нибудь похожего. Ну вот так. Ну и последняя карта. Дом креста, да, дом креста. И какой кармический урок вы проходите в личной жизни? Ну, вы прорабатываете урок наивности, урок ребенка, неожиданностей кармических. И прорабатываете своего внутреннего ребенка и внутренние детские травмы, связанные с мужчиной, скорее всего, с вашим отцом. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. И если у вас появился отклик на этот расклад, пишите мне, что вы хотите и дальше смотреть расклады Гранд, Табло, Ленорман в таком формате. Увидимся обязательно. Всем пока-пока.